Всем огромный привет! Сегодня делюсь своим рецептом домашней специи для рыбы, которой хватит вам на год точно. А все ваши блюда из рыбы будут с неповторимым ароматом и вкусом, это точно. Хотя в наше время можно купить все и, возможно, не надо заморачиваться. Но когда большая часть компонентов просто растет у тебя на участке, так это еще и приятная экономия. Вот петрушка и укроп. Это элементарное явление на каждой грядке. На второй год петрушка выбрасывает семена, и уже в качестве зелени она нам не подходит. С укропом происходит точно так же. Тут молодые семена, розетки укропа вместе с зеленью. И уже в качестве, например, зелени вот такая петрушка нам не подходит. А для специй самое то. Обычные листья не имеют такого яркого выраженного аромата, как вот когда уже начинаются семена. И стебли ее еще сочные, молодые, и они хорошо, легко измельчаются просто ножом. Вот, порезала, измельчила хорошенечко. И вот такая приправа из петрушки будет иметь больший аромат. Вот укроп, он еще просто недоспелый, но я беру в более зрелой стадии его, когда уже есть семена, но они еще не доспели. Отправляю тарелку в микроволновку с петрушкой на 5 минут и даю полностью остыть на тарелке, полностью вместе с тарелкой. Прошло 5 минут, зелень полностью остыла, и отправляю еще раз на 5 минут в микроволновку. Смотрите, конечно, никуда не отходите, чтобы все было нормально. И вот ложкой перемешиваю, потому что в центре листья более влажные. И вместе с тарелкой тарелка остывает и зелень остывает. Потом просто руками покрошили. Бывает, попадаются какие-то стебелечки более грубые, которые мне не нужны. Я их просто потрясла тарелку, они все наверху, повыбирала. Вот, и выбросила. И вот смотрите, какая порция петрушки, и она имеет более такой яркий аромат, чем просто если вы засушите зелень петрушки. Потому что вот эти именно молодые семена, они дают такой выраженный аромат. В приправу это как раз то, что надо. И таким же образом я сушу все остальные компоненты. И базилик, и орегано, все, что растет на моем участке. Вот приправа для рыбы. Я на листике выписала основные компоненты для приправы. Это тимьян, орегано, базилик, укроп и петрушка. И, конечно же, лавровый лист, красный перец и черный перец, паприка. Получается, из этих всех компонентов только 2 мне пришлось купить. Все остальное у меня выросло на грядке. Петрушка, укроп, тимьян насобирали, орегано, кто не знает, это материнка, по-другому название, тоже на рынке можно купить у бабушки. Базилик практически тоже легко и просто вырастить или на рынке купить уже такой, который подешевле. И готовлю приправу. Вот первых 5 компонентов беру 3 части. 3 части я буду эти части мерить чайной ложкой. Если вам нужно большее количество приправы, берите столовыми ложками. И все по 3 чайных ложки, например, смешиваю. Тимьян, орегано, базилика 3 чайных ложки. Все сушилось точно таким же способом, как петрушка и укроп. 3 части петрушки и укропа. Вот эти приправы, они настолько специи, ароматные. И, конечно же, лавровый лист и перец. Тут по 1 части. Тоже по чайной ложке. Лавровый лист, черный перец и красная острая паприка. Тут, конечно, вырастить ее просто, нужна кофемолка, чтобы ее перемолоть. Так по-другому не получится. Все получается очень быстро, просто без каких-либо
специальных приспособлений, сушилки, кофемолки, по сути. Если даже какого-то одного компонента у вас не достает, я думаю, приправа хуже от этого не станет. Друзья, если вам понравилось мое видео и было для вас интересным, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки, подписывайтесь, кто не подписался. А я с вами на этом прощаюсь. Пока!